Я смонтировал новый урок, который записывал на мастер-классе, где позировал в ярких одеждах натурщик, условно султан, но я назвал работу «Волшебник», которому нужен отдых. Самая моя большая страсть – это писать, когда много цвета. Вот неважно, что писать, когда много разного цвета. И разобраться в этом, и сочинить картину, конечно, это большое удовольствие. Урок об этом, как не запутаться в сложных отношениях, как уметь выделять главное, обобщать, смотреть широко. А вот что нужно сделать, как вести работу, чтобы она выглядела профессионально, вот эта задача не из легких. Поэтому те, кто карабкается к вершинам мастерства, я предлагаю этот урок не пропустить, он скоро выйдет, уже проект считается. Дон Сантино, скажите, пожалуйста, нужно ли художнику-абстракционисту уметь работать в стиле гиперреализма? Дон Сантино, например, мы с вами поем певцы, и мы поем современные песенки. Нужно ли нам с вами обязательно звучать как оперные певцы? Мне было всегда смешно, когда такие современные песни такого вот виа звучания исполнял какой-нибудь Лев Лещенко. Это было очень смешно, нелепо. Как-то вот такое звучание не предполагало такого консерваторского посыла, звучания. Вот все-таки зачем абстракционисту работать, уметь в стиле гиперреализма, друзья? Как вы считаете? Я считаю, что у абстракциониста должно быть ощущение композиции железное, разнообразное ощущение. Нужно быть прям внутри этой композиции, сочинять смело, но главное, чтобы гармонизировать пятна, с которыми вы работаете. А будут там волоски, прыщики или не будет, и лица с порами на лице, и каждый волосок просчитан, мне кажется, не обязательно. Мое такое мнение. Рисунок, я считаю, в любом деле важен. Прям как железный такой вот фундамент, рисунок. Перспектива, хорошо ее знать, чтобы применять. Просто шире, богаче будет работа каждая. Валентина Серкас. Слава, сделайте видно палитру, когда пишете темперой. У меня она почему-то быстро высыхает. Белила уходит катастрофически быстро. Как часто менять кисти ПР? Валентина, есть бесплатный, например, урок в школе. Прям заходите, на главной странице он размещен. Обнаженная темперы. Там видно палитру, что на ней происходит, замесы, и как она не быстро у меня высыхает. Я в течение 3 часов 1 раз прыскаю всего водичкой на нее. Заведите себе, может, у вас жарко просто, там, где вы живете, почаще прыскайте, если вы чувствуете высыхание. У меня нормально. Как часто менять кисть? У меня разложены инструменты. Вот вы как раз и посмотрите на это видео, все видно. Когда мне нужна тоненькая, маленькая кисточка, чтобы контур, я ее беру. У меня даже одна вот такая из козы, по-моему, кисть каллиграфическая, китайская, она заменяет мне многое. Я ею могу и широкие плоскости прокрывать, и тонко провести. И есть плоские кисти, синтетические. Меняю, когда чувствую. Могу пальцем мазнуть, могу мастихином. Главное, чтобы смело реализовывались все штуки, которые всплывают в сознании по части того, как вести работу. Смелее быть, неожиданнее. Больше рисовать, на самом деле. Опыт сам подскажет, какую, когда кисть использовать и сколько додавить белил. Успехов! Epic Punch. Как попасть в онлайн-школу. Ссылка есть под каждым видео. www.korolenkov.art. Это сайт, где есть и мои работы живописные, и школа, и расписание мастер-классов. Ближайший, кстати, будет с 1 по 5 июля в Гурзуфе. Записывайтесь, приезжайте. И заранее лучше бронируйте билеты. Просто трудно на поезд уже, наверное, нет.
Ну, кто на машине, на автобусе. Вот девушка приезжала и была очень довольна. Так что приезжайте, записывайтесь. Поработать на природе и живьем мастер-класс, это, конечно, очень мощно. Взрывной характер. Вот, ну, просто для всех. Так что присоединяйтесь. Сергей С. 24. Подскажите, что за мелки для рисования на видео, ну, когда наброски пишу. Значит, пастель и обычная, и масляная. Попробуйте разную. Я еще использую акварельные карандаши и краски темперу. Вот соединяю это все вместе. Но не всегда, не каждая пастель будет по-мокрому работать. Немножко, когда подсыхает, уже можно. Ну, я использую там вот какой-то кобальт у меня и еще охра красная. Мне двоих так, ну вот именно пастели, мелков достаточно. Ирина Конькова. Пишу маслом, начинаю бодро. Закладываю темные пятна, а дальше ступор. Боюсь выбелить. Не хватает знаний. В школу мою онлайн смотрите. Посмотрите, как все это делается. Посмотрите какой-то урок на тонкие отношения. Просто анонсы полистайте, там же видеоанонсы к каждому уроку. Почувствуйте, вот что вас зацепило и где вы хотите подразобраться. В каждом уроке есть своя изюминка. Это просто, вот, чем больше человек насматривается их, тем быстрее он идет за горизонты. И не догнать. Правда, почитайте отзывы тех, кто в школе у меня, в онлайн, и тех, кто приезжает ко мне на семинары. Это вообще кругом такие индивидуальности, такой рост, ну, просто позавидовать можно. А по поводу того, что не боюсь выбелить, в белила добавленная капелька, да какая капелька, на краешке мастихина кусочек краски делает ее цветом. Ну чего бояться-то? Главное, чтобы не чистыми белилами работать. А мышление нужно организовать. Но опять же в школу, там много об этом говорится. Начните с того, что вы посмотрите 1 и 13. Это вот базис, основа, фундамент. Мышление, вот как организовать, как вообще художник мыслит, пятнами. Что такое композиция, как это все связать, как вести работу. И пойдет дальше. А дальше все интуитивно. Ну, я имею в виду уроки. У меня же есть на эту тему. Ирина, это очень хорошо, что вы сначала закладываете темные пятна. Коровин так писал. Он начинал от темного. Почему? Он говорил, что сочнее живопись получается. У вас вырастает огромный диапазон от самого темного до самого светлого. Целый там веер возможностей. Ну, вы смотрите, вот я шлепаю этот воображаемый веер возможностей. Вот к светлому мы подошли. Это же тоже зоны светлых тональностей. Они все разные, их нужно вылепливать из белил. Плюс одно, как краску, другую. Вместе что-то там, какие-то сочетания. Но это же зона. И эта зона огромная до черного, до самого темного. Просто в каждой зоне нужно жить. И их распределить так, как вот, я не знаю, patchwork такая вот одеяло, вот лоскутное, и мозаичная система. Причем конкретно мозаичные пятна друг от друга отделяются. Посмотрите Коровин на живопись, как каждый мазок звучит. Он должен звучать. В нем, в каждом мазке сила. Если вы начинаете их соединять вместе, исчезает вот эта вот мощность живописи, конкретность ее. И смотрим, не списывая то, что мы видим, а беря в расчет то, что нам предлагает ситуация, с тем, чтобы создать свою композицию. Заметьте, что какие красивые пятна у нас вокруг, благодаря имприматуре. И мы создаем эту конструкцию, живописную конструкцию. Мы помним, что мы создаем произведение. И то, что мы видим, это лишь повод для того, чтобы его создать.